Qtion или Kotion, в зависимости от того, на английском, на немецком. Короче, X16+, вот такой вот M2 NVMe SSD с очень запутанной историей комплектующих для разных версий SSD-шника. Но он отвечает стандартам и требованиям компании Sony для установки в PlayStation, подходит хорошо для, например, ноутбуков, для компьютеров и заявляет производитель у нас скорость чтения до 7000 мегабайт в секунду прямого чтения на вот этих вот дисках. Короче, на канале Технозон неплохой SSD, но с некоторыми особенностями выбора, какого именно особенности выбора версий на канале Технозон. Поехали. Мы на страничке продавца. Мы взяли специально 512-гиговую версию, 5000 мегабайт на памяти TLC. Есть у нас 1 терабайт, есть у нас еще 1 терабайт, и здесь уже начинается путаница. Потому что есть 1 терабайт, 5500 мегабайт, они, кстати, неправильно немножечко маркировку делать, не MBPS, а MBS. И здесь пошло уже 1 терабайт 7200, 2 терабайта 7200, 2 терабайта 7400. И ты такой думаешь, а какого же черта? Я вам объясню. Дело в том, что есть две версии этих SSD. Один у нас на Maxio Tech контроллере, чуть-чуть позже скажу какой, а другой на Inagrid. Вот вам и вся разница. Так вот, на Maxio Tech у нас будет скорость 5500 мегабайт в секунду, а на Inagrid будет 7200. И то, что на 5500, сразу говорю, без он drumless, это контроллеры, поэтому вы должны это понимать. Но наличие PCI-Express 4, наличие действительно реальных каких-то скоростей дает нам возможность обойтись без этого drum cache контроллера. Но теперь давайте дальше. 1 терабайт 7200 имеет TLC память, а 2 терабайтный 7200 имеет QLC память, и 2 терабайтный 7400 идет TLC с охладителем. То есть тут еще надо обращать внимание, но на текущий момент есть вот 2 терабайта QLC и 2 терабайта 7400 TLC. Блин, они столько, вот именно путаница вот это во всех комплектующих, они просто-напросто запутали всех. По скорости чтения 512 у нас до 5300 скорость чтения, они заявляют, реальная 5475 до 6 мы получали. Ну, сам по себе PlayStation 5 определяет 5080. Это я вам покажу. И скорость записи честная. Вот здесь вот абсолютно честная. Идут они без хитстинков. На 1 терабайт 5200 на 5500 это чтение, запись 4.8 на 5.1. И 1 терабайт уже пошло 6800 на 7200, 6300 на 6500. Все это абсолютно честные цифры. Я взял самую младшую версию специально, чтобы удостовериться, что вот они все честно, они все в принципе-то честно расписали. Они не пишут, конечно, тип контроллера, но они честно расписывают сами скорости. И скорости действительно честные. И тут, когда конкретно заявляют, что X16 Plus полностью совместим со стандартом NVMe 1.4, NVMe 1.4 и может потенциально быть установлен в PS5 со скоростью до 6500, однако с версией на Inagrid контроллере. Это вы тоже должны понимать. Дальше по поводу памяти я чуть позже скажу на распаковке, хотя там распаковывать абсолютно нечего. И тут они прям именно показывают вот эту вот систему охлаждения, но конкретно для версии 2 терабайт. А вот они, кстати, пишут контроллер Maxio Tech. Это на младшей версии. Это на младшей версии, кстати, они прям его показывают. TLC 3D NAND они тоже показывают. Слушайте, да вообще, в принципе, все по-честному рассказывают. Вот это интересно. Мне нравится, как они себя ведут. Слушайте, они говорят, что Maxio Tech и на максимальной версии. Я жалею, что не заказал 2 терабайтную проверить. У меня есть информация, мне присылали конкретно подписчики информацию, что там стоял Inagrid. Ну посмотрим. Давайте так. Я заявляю, что там есть Maxio Tech и Inagrid. Если у кого-то есть версии на 7200, на 7400, напишите, какой там контроллер, будем знать. Будем знать и будем уже на это ориентироваться. Но я уже могу сразу его рекомендовать. Он абсолютно честный, особенно за эту цену. Извините меня. 2 терабайтник, вот, например, 2 терабайтник 7200 на QLC или 2 терабайтник на TLC за 115 баксов вы хрен возьмете на местном рынке. Это один из самых дешевых PCI-Express 4.4 SSD-шников, которые можно в принципе рекомендовать. Давайте так, ссылка в описании под видео, подписываемся, идем распаковываем, немножко тестируем, вставляем PS5, воспримет она его или нет и делаем выводы.
Так, в коробочке у нас ничего примечательного. Есть винтики крепления различные и есть отверточка. Это нам не интересно. Нам интересен сам по себе диск. Как они пишут, NVMe M2 SSD, PCI-Express 4.0. Сзади, само собой, ничего. Сейчас мы наклеечку чуть-чуть сдерем. Да, с наклеечкой тут еще целая история. Так, все нормально. Теперь мы с вами должны будем посмотреть, какой у нас контроллер. Здесь стоит Maxio Tech MAP 1602A, это Falcon Light, и он, ну, короче, это драмлess контроллер без отдельного драма для кэша, и он ставится конкретно в версию 512. То есть вот именно эта путаница, которая есть с этими SSD-шниками, которые они заявляют, она PCI-Express 4 по памяти. Очень трудно было прочитать, какая конкретно память здесь. Ее либо зачищали, либо просто-напросто внутреннее производство. Тоже мы сколько не пытались сфотографировать. Но мы нашли наконец-то маркировку. По идее здесь стоит Yangtze Memory Technologies. Это TLC у нас память. В принципе является компромиссом между скоростью, емкостью и надежностью. Но, конечно, не самое топовое решение. Слушайте, вообще, я вам скажу, для меня немножко разочарование, что в 512 ставят немножечко худший контроллер, потому что, допустим, в тех же терабайтных и выше вариантах стоит InnoGrid IG5236, и они намного быстрее, они могут конкурировать с такими решениями, как Phison E18, и хотя E18 обычно немного быстрее, ну или Silicon Motion SM2264. Хотя, в принципе, и вот этот вот Maxio Tech, я вам скажу, очень даже неплохо отвечает стандартам PlayStation 5 по скорости. Короче, пошли ее потестируем на скорость, а потом засунем в PlayStation 5. Короче, ребят, смотрите, загрузил, уже установил, все сделал. Смотрите, NVMe Express интерфейс, PCI-Express 4x4 режим передачи, и у нас стандарт NVMe Express 2.0. То есть уже, я вам скажу, не 1.3, не 1.4. По возможностям есть Smart Trim, температура базовая сейчас у нас 45 градусов. X16 SSD. Давайте запустим сначала на Crystal Disk Mark тест скорости. Будем обновлять, смотреть. Короче, немножко ускорят мои ребята, а вы там уже будете смотреть. Слушайте, температура вообще не меняется, что ли? Что вообще происходит? 6000 мегабайт. 6. Ну, я охотно верю, что терабайтная версия доберется до 7. Но это прям очень быстро. Так, стартанули. Ждем. Давайте посмотрим. Мегабайты в секунду. 5700. Максимально, что видел 6, кстати, это уже серия тестов. Ну, давайте ждем конца. Температура не меняется вообще. Не знаю, с чем связано. Либо он не греется, хотя не верю я в такие чудеса. Но, в общем-то, 45 как вкопанная. Вот заканчивается тест, температура на месте, но это по быстроте один из самых интересных дисков за такую цену. Это не самый маленький результат, который я, ну вернее, не самый большой результат, который я получал, потому что я получал здесь больше 6000 мегабайт в секунду на прямом чтении, но по рандомному чтению это вообще для меня сюрприз. Вот очень неплохо. Я думаю, что самое время запустить нам Atto Disk Benchmark. И посмотреть конкретно в нем, что же мы получим. Давайте диск D и стартанем. Ну, смотрите, тест заканчивается, в принципе, подтверждается этот 5-гиговый порог, 4.76 максимально на чтение, на запись 4.13, 4.14, ну, мы показываем всю правду. Давайте попробуем выключить bypass write cache, попробуем еще разочек с однозапросным, так, чтобы по-быстрому это все сделать, посмотреть. Ну, слушайте, здесь приблизительно те же самые результаты, от 4.15 максимально до 4.07. Я, в принципе, могу останавливать. Ну, слушайте, можно еще, конечно, какой-то файлик погонять. Понятное дело, что на мелких файлах всегда будут какие-то проседания, когда куча мелких файлов, мы это все прекрасно знаем. На одном большом мы с вами видим... скорость 2,5 гигабайта, а не гигабита. Я даже не успеваю на это все отреагировать. Слушайте, давайте пойдем его в плойку впихнем, аж интересно стало.
Ну и видим, что он нашел нашу SSD-шку и можем отформатировать и использовать далее. Давайте нажимаем форматировать и подождем. Скорость чтения 5086 мегабайт. Ну, у нас все отформатировано. Видели, кстати, 30-й годовщине? Да блин. Нафига это все обновилось у меня и включилась эта дурацкая 30-я годовщина. Давайте пойдем посмотрим в настроечки. Идем в хранилище. Есть SSD-шечка? Есть SSD-шечка. Ребят, полностью подходит, можно использовать. Плоечка ее приняла, поэтому идем и делаем выводы. В качестве выводов скажу, неплохой SSD-шничек. Неплохой. Единственное, меня смутил вот этот вот момент с температурой, с постоянно стоящей. Возможно, они отключили это на самом уровне контроллера, но мой ноутбук с PCI Express 4X4 не смог прочитать температуру ни в каком разе. Но лучше, конечно, использовать его с радиаторами, изначально говорю, и не морочить себе голову. Ну а наши рекомендации есть. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.